Всем привет, мои дорогие! Я хочу с вами сегодня поделиться своим самым крутым и самым вкусным творожным завтраком, который я употребляю каждый день, чтобы держать себя в отличной форме. Этот завтрак подойдет всем, кто соблюдает активный образ жизни, да и вообще, кто хочет немножко так похудеть, либо сбросить вес, потому что здесь не будет больших калорий, здесь будет у нас белок и немножко углеводов. То есть завтрак он такой будет насыщенный и при этом вкусный и при этом полезный. Я вам сейчас скажу, что для этого нам понадобится. Творог я использую нулевку, но вы можете использовать до 5%. Творог можно как зерновой, так можно просто вот так вот в пачке вот такой творог взять, он тоже хороший. Творог всыпаю хлопья. Все, всыпал. И сейчас залью это все кефирчиком. Вот затем вот в эту вкуснотищу я добавляю, чтобы было еще вкуснее, подсластите. Вы можете упустить этот шаг, он не обязателен, но мне так больше нравится. Ягоды ацаи, то есть они как с протеином. Но вы можете использовать обычный протеин, который у вас продается. Сейчас мы это все вот так вот осторожно перемешаем. То есть самое главное, мои хорошие, это осторожность. Вот этот завтрак, он, знаете, он прям универсальный. От него не хочется есть, при этом он низкокалорийный, он хорошо насыщает. Он, несмотря на то, что здесь есть молочка, здесь такая безопасная молочка, она допускается даже при сушке. И вообще это очень полезно. Вот, смотрите, какая вкуснотень тут, да? Я сегодня только с тренировки вернулся, поэтому я обычно это делаю завтрак себе, но у меня это уже получается обед. Вот такой вот обед. Никого не слушайте, кто вам говорит, что типа вот творог надо есть на вечер, потому что это типа казин, это медленный протеин, медленный белок. На самом деле я вообще заметил, что когда стоит мне поесть творог на ужин, у меня может быть какая-то отечность. Поэтому я его ем в первой половине дня, желательно стараюсь, или на обед. И вообще просто отлично заходит. То есть вообще это отличный завтрак, очень вкусный. Знаете чего? Еще надо сюда добавить? Конечно же, для красоты. Вот такой клубнички. О, еще 2 осталось. Ну, вот так вот. Вот. Вот такой вот завтрак. Давайте тоже так перемешаем. Красоту такую. Сегодня у меня качал плечи. Вот сейчас покажу. И немножко зацепил спину. Еще я сегодня трицепс немножко прокачал. Вес у меня получается сейчас где-то 82 килограмма при росте 183. Я говорил, что у меня идеальный вес это 79. Мне нравится, когда я чуть еще похудею, чуть еще подсушу. Самое сложное было это восстановиться после кето. То есть я как дурак, я зачем-то соблюдал это кето. Я наслушался вот этих всяких кето-гуру. Но особенно меня произвело впечатление типа спортсмены, которые якобы соблюдали кето. На самом деле это все было сделано для видео, для рейтинга, для статистики, для каких-то каналов. Поэтому никого не слушайте, никакой кето никому никогда не поможет, и оно неестественно. У меня не было такой ужасной формы очень давно. У меня было сильно отекшее лицо. Я до сих пор, у меня лицо, я чувствую, оно не такое, как мне бы хотелось. Оно чуть-чуть все равно есть немножко. И я чувствую, что уже потихонечку восстанавливаюсь, я соблюдаю определенную диету белковую, активный образ жизни и все прочее. То есть самое главное, я устранил насыщенный жир. Я понял, что сейчас, если нужно чем меньше насыщенного жира, тем лучше, потому что именно на кето сильно как засядет насыщенный жир, он никуда не уйдет. Я вам сразу говорю, да, на кето можно похудеть, но если вы занимаетесь усиленно тренировками, организм будет требовать белок. А белок он не будет дополучать. И вы будете добиваться этими жирами, находясь на том же кетозе. В итоге у вас будет профицит калорий. И в итоге вы будете набирать.
Все думают, почему я нахожусь на плато, если я активно занимаюсь, и при этом я на кето. А все потому, что просто вы не добираете белка. А белка на кето невозможно добрать, потому что хоть чуть-чуть вы доберете чуть больше белка, чем жиров, все, вас убивает из кетоза. Давайте попробуем сейчас, что у нас тут получилось. Это очень вкусно. Это волшебный завтрак. Или обед. Но у меня сейчас это обед. Сейчас я чуть-чуть камеру опущу. Угу. Это вкуснятина, настоящая вкуснятина. Я вас всех призываю активно заниматься чем-то, куда-то выходить, не засиживаться дома. Что есть во время тренировки, после тренировки. Вот я показываю. Это очень такой облегченный, питательный и вкусный десерт. Я просто перешел в более развлекательный формат. Я думаю, так намного интересней. Я уже заметил, что людям больше нравится, больше отзывов, комментариев получается. Обязательно делайте вкусные десерты. Увидимся в следующем видео. Всем хорошего настроения.